Декорирование стен – извечный камень преткновения любого дизайнера. Сегодня мы представляем вашему вниманию нестандартное решение данного вопроса. Декорировать данную нишу мы будем вот такими стеновыми панелями нашего производства. Выполнены они из фанеры, обтянуты поролоном и тканью. Панели могут быть различные по форме. Здесь представлены различные виды декоративных молдингов и декоративных гвоздей. Также представлена капитонная стяжка, и вот теперь мы занимаемся вышивкой. Очень красиво смотрится вышивка на изголовьях, на панелях, на спинках стульев. В данном проекте декоратор Ольга Куликовская использовала стеновые панели как фон. Они идеально практически сочетаются с цветом стен и смотрятся просто как фон. Монтируются панели следующим образом. Данный лист фанеры с липучками крепится анкерными болтами к стене, и на него уже одеваются вот эти панели, у которых тоже с обратной стороны приделана липучка. Пока наши ребята займутся монтажом стеновых панелей, мы с Екатериной проведем мастер-класс по окрашиванию элементов из полиуретана. Подобные элементы можно окрашивать в тон, как представлено здесь, а можно облагородить их под состаренный камень. Мы сейчас будем состаривать каминный портал. Вот так он будет выглядеть. Это уже заготовки, которые мы сделали. И вот полиуретановая нога, которую мы будем, собственно, состаривать. Нам для этого процесса потребуется фен, губка морская, кисти, краска водоэмульсионка. Можно мел, можно в данной композиции у нас гипс. Вот. Ну и так приступим. Берем серую краску. Цвет у нас такой, как мокрый асфальт. На сухую кисть наносим. Ну и, собственно, красим техникой, как забор, можно сказать. Малярим. Вот эти места, в принципе, можно даже так слегка прокрашивать, не обязательно, чтобы они были четко, они потом в дальнейшем будут лучше смотреться. И теперь немножко штампуем сверху. Так, ну первый момент у нас готов, теперь сушим феном. Ну и смотрим, чтобы он так подсох. Краски используем все водоэмульсионные. Дальше нам потребуется заколорировать немножко краски. Берем основу белую. И добавляем колор, но в данной композиции мы выбрали бежевый. Берем кисточку поменьше, размешиваем. Кисточки все используем только сухие. И сверху штампуем какие-то детали. Берем губку морскую и тоже штампуем. Где-то растираем, где-то штампуем. В общем, на ваше воображение. Губку лучше использовать морскую, она более такая оформленная и жесткая. Так, и опять сушим феном.
Ну, смотрим, что камин просох. Так, далее берем светлую краску. Берем морскую губку, опять штампуем более светлой краской. И пока она еще липкая и мокрая, мы берем гипс. Либо мел можно использовать. И просто посыпаем сверху. Прям не боимся сыпать побольше, потом все равно мы его помоем. Когда нанесли полностью гипс, даем чуть просушиться опять. Так, наш камин подсох, а теперь мы можем продолжить нашу работу. Мы мочим нашу губку в простой воде и прикладываем опять такими движениями к нашему камину. Прям пускай вот так вот стекает, это ничего страшного. Кому хочется более светлого эффекта, можно более его вымывать более тщательно. Теперь мы наш камин подсушиваем. Так, наш камин практически готов. Мы сейчас немножко снимем лишнее сухой, опять же, кисточкой. Ну все, теперь можно монтировать. Ну что, и наши панели тоже готовы. Они очень удачно вписались в интерьер. Панели мягкие, очень приятные на ощупь и, по-моему, обалденно смотрятся.